Сегодня почитаем интересный фрагмент книги католического миссионера Эвариста Региста Гюка из Франции. Книга называется «Путешествие через Тартарию, Тибет и Китай в 1844, 45 и 46 годах». В учебниках XVIII века сказано, что Скифия изменила свое название на Татария, а прежнее название России — Скифия. Так что можно смело считать, что Тартария или Татария — это прежнее название России. В этих краях Татарии часто встречаются остатки больших городов и руины крепостей, очень похожие на средневековые европейские крепости. А при вскрытии почвы в этих местах нередко можно обнаружить копья, стрелы, части сельскохозяйственных орудий и урны, наполненные корейскими деньгами. На третий день мы в полном одиночестве наткнулись на внушительный и величественный памятник древности — большой, совершенно заброшенный город. Его крепостные стены с башенками, сторожевые башни, 4 больших ворот, обращенных к 4 сторонам света, все они были в идеальном состоянии, за исключением того, что, помимо того, что 3/4 были погребены под землей, верхняя часть была покрыта толстым слоем дерна. С тех пор, как жители оставили город, уровень земли возвысился до того, что достигает почти до зубцов стен. Доехав до южных ворот, мы велели Самдатчиембе спокойно пройти с животными, а сами отправились осматривать старый город, как его называют татары. Наше впечатление, когда мы вошли в обширную ограду, было смешанным — благоговение и печаль. Никаких руин не было видно, только очертания большого и прекрасного города, который снизу постепенно поглощался наносами ветра, а наверху — сплошным слоем травы. По неровности построек видно еще, где были улицы и где стояли самые большие здания. Единственными живыми существами, которых мы здесь обнаружили, были молодой монгольский пастух, молча куривший трубку, и стадо коз, за которыми он ухаживал. Мы расспросили его о том, когда был построен город, кем, когда он был заброшен и почему. С таким же успехом мы могли бы допросить и его коз. Он знал лишь то, что это место называется Старым городом. Подобные остатки древних городов — не редкость в пустынях Монголии, но все, что связано с их происхождением и историей, погребено во тьме. О, какой печалью наполняет душу такое зрелище! Руины Греции, великолепные остатки Египта — все это, правда, говорит о смерти. Все принадлежит прошлому, и все же, глядя на них, понимаешь, что это такое. В памяти можно проследить революции, которые привели к разрушению и упадку страны вокруг них. Спуститесь в гробницу, где заживо был погребен город Геркуланум. Правда, там вы найдете гигантский скелет, но в вас заложены исторические